Приветствую, дети Великого Роя! Я начинаю новую кампанию, которая называется «Темный Рой». И первая миссия называется «Первый контакт». Сверхразум отправляет свой жестокий образец на поверхность. Описание кампании вы можете прочитать в описании плейлиста. Так, поехали. Пробудись, дитя мое, и возьми славу, которая является твоим первородством. Знай, что я сверхразум, вечная воля Роя, и что ты создан для служения мне. Как мой самый жестокий образец, ты должен ввести наш великий поезд за наследием, оставленным моими создателями, Зелнага, и довести нас до совершенства. Теперь, дети мои, мы пришли к источнику вихревых энергий, которые дошли до нас через световые годы. Планета Аргус-4. Я ощутил присутствие в этом мире неизвестной формы жизни, вида, хорошо оснащенного технологией, но не имеющего истинной сущности. Если они станут угрозой, ты должен их искоренить. Иди сейчас и сделай наше присутствие известным. Итак, единственная задача, которую пока что необходимо выполнить, это исследовать поверхность. Карта легкая. Заморачиваться особо не надо. Нам представляется пока что единственный инкубатор. Зерлинги чуть-чуть. Даже стоят рядышком некоторые, которые показывают нам источник. Это очень правильно было сейчас. Так, надо сначала развить все-таки, пожалуй, точнее не развить, а создать небольшое количество рабочих, чтобы у меня был постоянный приток минералов, потому что, как можете заметить, минералов у меня очень мало, да и источник тут какой-то с виду нестандартный, как может показаться. Зерлингов я вообще в бой не поведу, потому что они любят все-таки постоянно умирать. Я сразу раскачиваю дальность для гидролисков. Не зря. Потому что я буду играть через них. Данная кампания, точнее данная миссия, даже не кампания, она даже может, скорее всего, до улья довести. Но не думаю, что в этом есть не то чтобы смысл. Не думаю, что до этого вообще стоит доводить. Просто тут лагерь у противника маленький, у вас лагерь небольшой, карта небольшая, тут в принципе воевать не стоит особо. Просто пришел, разбил и ушел, все. Особо беспокоиться как бы не надо за это вообще, за противника, потому что противник не такой уж сильный, как может показаться. Как я уже и говорил, я описание кампании скину в описании плейлиста. Описание будет не мое, я возьму слова автора. То есть в интернете я нашел сайт, где автор описывает свое творение, так скажем. Причем он описал достаточно кратко, достаточно ясно, все понятно. Кампания сама по себе очень интересная, хоть и очень короткая, то есть она представляет себя также 5 миссий, как кампания с Ашеном. Если кто не видел кампанию Ашена, можете посмотреть, она такая же коротенькая, всего 5 миссий, но этого достаточно, чтобы насладиться ей как какой-нибудь там, не знаю, полноценной кампании из миссий 20-30, я не знаю, потому что она очень интересная. Эта кампания такая же интересная. Так, даже подземных колоний нельзя ставить. Вот это интересненько. Ну что ж, пусть будет так. Так, уже первые очевидцы пошли. Так, мне бы еще этот поставить. Камеру эволюции. Так, отлично. Теперь у меня гидролиски бегают. Дай боже. Хорошо. Ну, посмотрим. Вроде пока у меня все нормально идет. В минералах не особо нуждаюсь. В газе тем более, потому что гидролиски, они
лопают 25 газа. Поэтому источника на 5000 хватит за уши. Так, дальний бой качаю сразу же. Есть в этом смысл, потому что гидролиски у меня товарищи дальнего боя. Ну и в принципе буду ждать еще больше гидролисков. Вот и все, на этом вся моя в принципе тактика. Конечно, надо сейчас еще подождать владык, потому что у меня скоро будет уже максимум. Для меня максимум, а не в целом максимум. Конечно, надо немного сейчас будет еще тиранов попугать. Если будет вообще такая возможность. Так, раскачка идет. Так, надо еще не забыть свое здание, главное, то есть мой инкубатор, развить в логово. Так, уже есть тут что-то. Уничтожить всех вражеских юнитов надо. Вот и новое задание. Так, логово. Так, ну-ка иди сюда. Ну, я понимаю, что мне 6 гидролисков вообще не хватит для того, чтобы весь лагерь вражеский разбить. Но что поделать? Будем стараться как-то. Сэр, у нас есть гости, и будь я проклят, если смогу их идентифицировать. Странно, что этот триггер открылся после того, как я убил уже пехотинцев. Очень странно даже, я бы так сказал. Ну ладно. Отказ от вспомогательной структуры. Так. Что нам надо? Нам надо еще вот этих двух товарищей. Придут, потом... Не потом, попозже чуть-чуть. Они даже в бункере не сидят? Серьезно, ребята? Не, ну это, конечно, я понимаю, что встреча-то первая, но я не думал, что настолько глупая она будет. Ну, ладно, в хозяйское дело, конечно. Ох, вот вам и первая встреча называется. Не то чтобы сопротивления нет, и это плохо. Сопротивления нет, и это хорошо, в принципе. Потому что нельзя сметь мне сопротивляться. Так, отлично, дальше поехали. Ну и отлично. Так, надо еще разбить всех врагов. А, видимо, не стоит. Ну что ж, первая миссия по истреблению врага завершена. Благодарю за внимание. Всем пока.